Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке будем вязать вот такие вот рельефные мотивы крючком. То есть он вяжется двухуровнево. Сначала сама основа, а потом сверху одновременно вот эта вот светлая сетка. Я подробно расскажу, как вязать такие мотивы. А как их соединить, в описании оставлю ссылки на видеоуроки. У меня есть несколько вариантов для соединения вот таких мотивов. Вот как они выглядят с изнанки. Поэтому, если вам интересно, не переключайтесь. Вязать будем из пряжи Yarnart Jeans крючком номер 2,5. Пряжа, где хлопок наполовину с акрилом. Итак, приступаем. Итак, делаем кольцо амигуруми. Вытягиваем первую петлю, провязали. И в кольцо провязываем еще 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрите, чтобы когда вы просчитываете косички, 1, 2, 3, 4, 5, их было 5. Соединяем наше кольцо. Соединительной петлей идем под первую косичку. Вот таким вот образом. Соединили. И провязываем сюда 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид, и под эту же косичку мы провязываем столбик с одним накидом. Далее под каждую косичку мы должны провязать по 2 столбика с одним накидом. Итого во втором ряду у нас должно получиться 12 столбиков с одним накидом. 4 провязали. Вяжем дальше под каждую косичку по 2 столбика. 6. Вот у нас остается 1, 2, 3 косички. И последняя. 1, 2. Все, 12 столбиков. Второй ряд. Смотрите, последнюю петельку распускаем. Переходим на светлую нить. Это у нас будет как вторым слоем идти обвязка. Вот так вот закрыли все наши петли, да, и соединительной петлей мы идем под косичку, которая соединяет первый и второй столбик. Вот таким вот образом. Сделали воздушную петлю, и под эту же косичку мы провязали 1 столбик без накида, 2 столбик без накида. И так под каждую косичку мы провязываем по 2 столбика без накида. Итого у нас в третьем ряду должно получиться 24 столбика без накида. Желтую нить мы можем уже обрезать и хвостики спрятать. Третий ряд, под каждую косичку по 2 столбика без накида. Довязываем до конца третий ряд. Итак, мы провязали третий ряд, 24 столбика без накида. Последнюю петлю распускаем и светлую ниточку ведем вот так вот вперед, потому что мы с нее будем как бы второй слой вязать. Берем коричневую нить, я беру коричневую, вы любую другую. Закрыли последний столбик, и соединительной петлей мы идем вот так вот, соединили. Смотрите, теперь провязываем 1, 2, 3 воздушные петли вместо первого столбика, делаем накид и сюда же провязываем еще один столбик с накидом. Делаем 2 воздушные петли, далее накид. Одну петлю на полотне мы пропускаем, под следующую косичку мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Белая ниточка у нас вот так вот выходит вперед. 2 воздушные петли, одну пропускаем, под следующую косичку 2 столбика с одним накидом.
И таким образом мы вяжем третий ряд, чередуя 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, и на полотне пропуская одну петлю. Итак, смотрите, довязали 4-й ряд, и в конце ряда мы делаем накид. Смотрите, как мы его закрываем. И 1, 2, 3 в третью воздушную петлю. Вот таким вот образом провязываем. Вытягиваем петлю и переходим к нашей светлой ниточке. Вот так вот заводим крючок, заходим под первую косичку и провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И далее снова 3 воздушные петли были вместо первого столбика, и еще 3 воздушные петли, то есть всего 6 воздушных петель. Делаем накид и вот так вот между этими коричневыми элементами. Снова 1, 2, 3, накид. Провязали 1, 2, 3, провязали. Таким образом вяжем, обвязываем весь вот этот ряд. Итак, смотрите, довязываем наш белый ряд, провязываем воздушную петлю и накид, и опять же в третью петельку, то есть первый наш столбик. Вот таким вот образом протянули, ниточку вытянули. Переходим снова на наши основные ряды. И здесь мы поменяем нить, то есть мы закрывали этот ряд, но мы сейчас возьмем нить другого цвета. Вот так вот протягиваем крючок и распускаем последнюю петлю. Так, вытягиваем и набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Сюда же еще провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. И так каждую арку мы будем таким образом провязывать. 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли. Делаем накид. Хвостики, все вот эти коричневую нить, все это можно обрезать и спрятать. Три столбика с одним накидом, 3 воздушные петли. Белый ряд мы пока вообще не трогаем. 1, 2, 3. Итак, провязываем полностью этот ряд. Итак, закрываем наш ряд. Смотрите, мы вместо 3 воздушных петель опять же провязываем столбик с одним накидом. И провязываем его вот так вот 2 заходами полностью. И переходим на следующий ряд. Набираем снова 1, 2, 3 воздушные петли. И сюда же мы провязываем еще 5 столбиков с одним накидом. То есть всего в каждую арку должно быть провязано по 6 столбиков с одним накидом. Так, 4, 5, 6. Никаких воздушных петель не набираем, идем в следующую арку и снова провязываем 6 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6. И таким образом под каждую арку мы провязываем по 6 столбиков с одним накидом. Вяжем до конца этот ряд. Довязываем наш ряд и соединительной петлей в третью петельку. Вот таким вот образом. Все, нить можно обрезать. Теперь нам уже этот цвет не нужен.
Вытянули, все, хвостики спрятали. Далее переходим снова на нашу светлую нить. И сейчас мы набираем по 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И закрепляем столбиком без накида под каждую арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Снова закрепили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И так провязываем под каждую арку из 3 воздушных петель предыдущего ряда. Итак, заканчиваем вязать вот этот наш ряд светлым цветом. Набираем 4 воздушные петли. 3, 4, 2 накида. И вот так вот соединяем. Все, закрыли этот наш ряд. Теперь смотрите, мы соединяем с основным полотном. То есть заходим сразу в арку, которая вот как раз под этой вершиной. Провязали столбик без накида. И далее мы провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Не 6, а 5. Захватываем снова вершину. И между этими веерами мы провязываем вот так вот столбик без накида вместе как раз с вершиной. Вместе как раз с вот этими арками. Далее снова мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида. Захватываем нашу арку, провязали столбик. Вот так вот мы соединяем основное наше полотно с вот этими арками. 1, 2, 3, 4, 5. Захватываем и провязываем столбик без накида. Все таким образом вяжем по кругу. Итак, довязываем наш ряд. Осталось провязать 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Итак, теперь соединительной петлей мы идем под эту косичку, закрепили и набираем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Это вместо одного столбика с 2 накидами. Далее делаем 2 накида. Это все мы сюда же формируем угол и провязываем столбик с 2 накидами, 3 воздушные петли и еще 2 столбика с 2 накидами. 1 и еще 1. Это будет наш угол. Под следующую петлю мы провязываем столбик с 2 накидами. Под следующую столбик с 1 накидом в 3 приема. Далее столбик с 1 накидом обычный и 2 полустолбика с накидом. 1, 2. Это все под каждую отдельную петлю мы провязываем. И по прямой мы вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова провязываем 1 полустолбик с накидом, второй полустолбик с накидом, столбик с 1 накидом, столбик с 1 накидом в 3 приема, то есть 1, 2, 3, столбик с 2 накидами
И далее снова мы формируем угол, провязывая в угол 2 столбика с 2 накидами, 3 воздушные петли и 2 столбика с 2 накидами. Это все вот сюда мы провязываем, формируем угол. Три воздушные петли. Так, и еще 2 столбика с 2 накидами сюда же. Это мы сформируем наш угол. Так, вот у нас 2 угла мы провязали, а далее мы провязываем то же самое, как мы провязывали между углами. То есть мы с вами провязываем столбик с 2 накидами, столбик с 1 накидом в 3 приема, обычный столбик с 1 накидом, полустолбик с накидом и еще полустолбик с накидом. 7 столбиков без накида и далее все в зеркальном отображении. То есть 2 полустолбика с накидом, 1 столбик обычный с накидом, 1 столбик с накидом в 3 приема, столбик с 2 накидами и формируем следующий угол. То есть нам еще здесь 2 угла сформировать. Вяжите самостоятельно, я покажу, как закончить вязание. Итак, я провязываю последний свой столбик. То у меня идет столбик с 2 накидами. Нить я уже обрезала. Вот так вот вытягиваем ниточку и заходим в столбик, который между 2 первыми столбиками с 2 накидами. И просто формируем красиво петлю. Вот так заходим с изнанки, перемычка, полупетля, вытягиваем нить. Все, мне остается только я сейчас красиво разглажу его паром и покажу вам, что получилось. Вот такой у меня получился мотив. Смотрите, какой рельеф создает вот эта сеточка именно светлая. Вот так выглядит изнанка. Если вам полезен был мой видеоурок, ставьте, пожалуйста, ваши лайки. Всем пока-пока.